не самое большое бот-шоу с самыми большими яхтами, ребята. Здесь длина лодок ограничена 24 метрами. И вот одна из самых маленьких лодок, на которой мы сейчас находимся. Бот-шоу Монако представляет самые большие лодки, самые большие яхты, которые построены в мире. И давайте с вами пройдемся и посмотрим, что интересного в мире супер яхт, что интересного в аксессуарах. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус. Поехали! Что ж, друзья мои, Фонтен Пажо здесь презентовал два катамарана. Тира 80 в парусном исполнении и Power 80, то есть тот же катамаран в моторном исполнении. И вы уже видели обзор этого катамарана. Пройдемся просто, вот скажем, быстренько, потому что, в принципе, двух одинаковых таких катамаранов не бывает. Здесь есть много чего интересного. Сразу можем сказать, что вчера Фонтен Пажо презентовал здесь 110-ю модель, то есть теперь самая большая яхта у них будет 110 футов. Это огромный авианосец. Вот. И это уже идет вторая по флагманскому направлению. Давайте посмотрим. Друзья мои, огромная платформа у Тиры 80, она выдерживает до 1,5 тонн нагрузки. И отдельно здесь у нас имеется гараж для гидроцикла, ребята. Он очень легко открывается. Вот такой кран-балкой можно доставать гидроцикл оттуда на платформу. Кроме этого, тут еще поместится очень много нужных всяких и полезных вещей. Друзья мои, здесь очень много зон. Вот над гаражом своя зона для загара. Вот такие диванчики с одной и с другой стороны. Опять же, они выделены в отдельную зону. Далее, друзья мои, оцените эти солнечные панели, они прекрасны, просто прекрасны. Далее, следующая зона у нас вот такой здесь диванчик, и здесь откидывается борт, то есть здесь может быть балкончик. Мы здесь получаем отличный вид. Камон, дальше. Вот эта часть мне очень нравится. Здесь у нас линия окна опускается. И здесь сделан стеклянный борт, и действительно это классно. Во-первых, это красиво выглядит, дает больше света нам в салон. Вот, и Фонтен Пажо следит за светом. Поднимаемся далее. Зацените, у нас здесь два огромных рундука с каждой стороны. Здесь все ваши игрушки, ватертойсы отлично себя будут чувствовать. Тут мы имеем каюту для команды на одного человека с душем, с туалетом. Вот полностью кабистанчики, которые выезжают и опускаются, ребятки. И смотрите, вот эти места, они будут пользоваться спросом, когда вы будете идти под парусами. Ну и джакузи, как же без джакузи, без этого вообще никуда. Мне нравится место, где это расположено. То есть вы когда здесь лежите и лодка идет, ну, интересные ощущения должны быть. И, друзья мои, оцените этот кокпит, он огромный, он больше, чем вся моя яхта имеет площадь проживания. И у нас диванчики всюду. Я насчитал здесь 4 камбуза, ребята, 4. Вот, один из них здесь. Вот. И мы отличненько попадаем в салон. Через вот такую мощную дверь. Шкиперская система управления.
Мне даже шкиперским столом не поворачивается язык это назвать. Это у нас действительно пульт управления. Эта лодка имеет очень много вариантов планировки. Почему я сказал, что нету двух одинаковых таких вот 80-ок, они все кастомизируются. У нас здесь вот обеденная зона такого неслабого размера. Здесь качественная ткань. Мне нравится вот эта тема для журнальчиков, книжек и всего такого. И отсюда мы можем увидеть, вот как линия окна опущена здесь, и у нас прозрачный борт. То есть оно того стоит. И у нас просто рекорд отрасли в камбузе. Зацените этот размер, ребятки. И я померил для вас. И здесь длина кухни 5 метров 40 сантиметров. Она просто нереальная, она огромная. Кроме того, у нас еще есть остров длиной больше 3 метров. И в этом острове сосредоточено 3 огромных холодильника. Вот просто посмотрите эти холодильнички, холодильнички, холодильнички. Ну, так, впечатляет это все. Пока на лодке мало людей, давайте заскочим в мастер-каюту. И, друзья мои, хо-хо-хо, вы оцените эту каютку. Что значит катамаран? Да, мы можем себе позволить вот такую огромную мастер-каюту. Кроме этого есть еще VIP-каюта и еще гостевые каюты. Размер кровати 2,20 на 2, ну, тоже впечатляет. У нас здесь такой столик есть. Ну, я не знаю даже его назначение, для чего можно использовать, но для нужных вещей. Что мне еще нравится, то что иллюминатор такой вот панорамный напротив кровати находится. Это супер. Для проветривания у нас люков предостаточно, для натурального проветривания. Здесь телек у нас спрятан, который выезжает, заезжает. И давайте я вам покажу санузел. Он того стоит. У нас еще одно джакузи. Здесь помывочный центр. По-другому не скажешь просто. И оцените, ребята, этот душ. Вот эту лейку. Просто, да. И размер, ну, невероятный. Здесь, наверное, сауну можно сделать. Да. Ну так вот. Закрылся. А это, друзья, гостевая VIP-каюта. Блин, ну она тоже огромная. С такой же кроватью огромной. Туалеты выделены вообще в другую сторону. Это сейчас вот требование заказчиков такое. Здесь, ребята, по левому борту у нас жилой блок для команды. То есть команда здесь может кушать, обедать, у них там стол свой есть, свои души, каюты. То есть команда вообще может, собственно говоря, даже здесь и не появляться. А теперь давайте я вам покажу флайбридж нереального размера, просто огромный. Несколько жилых зон тут. Опять же, вот это панели солнечные. Starlink. Кстати, эта яхта, ребята, доступна к сдаче в аренду. То есть можно заказать на ней недельный, двухнедельный круиз. Обращайтесь, если вам это будет интересно.
Вот отсюда хорошо видно большие однокорпусные парусные яхты. И они, конечно, действительно прекрасные. Они изящные, просто стремительные. Ну, мое внимание они точно привлекают. Количество надувнушек, ребята, растет, растет и растет. И они здесь, на Монако бот-шоу, то есть длина и стоимость у них запредельная. И сейчас измеряется просто в миллионах. То есть вот такой рипчик, собственно говоря, стоит около 1,5 миллиона евро. А вот, друзья, смотрите, из этой моторной лодки сделали такой лофт. И из гаража сделали просто, ну вот, дополнительное место отдыха. Там кухонька стоит, диванчик, ну и там проход машинное отделение, но выглядит очень прикольно. Аркадия представила вот такую лодку интересную. Смотрите, она полностью в иллюминаторах. Она вообще похожа, по сути, на веранду. У нее даже борта откидные и огромное количество стекла. Но если вы увидите, оно немножко утоплено. Это для безопасности. Конечно, яхта выглядит очень сурово. На такой буксир похожа. И за Аркадией, посмотрите, какого размера монстр притаился от Фитшип, от голландской верфи. Ну, голландцы рулят в суперяхтах, и, соответственно, здесь они по-взрослому так представлены, вот, на всех уровнях. Настолько огромен, что у него вот такой практически спортивный бассейн, и кроме этого они разместили концертную площадку, где каждый вечер они устраивают концерты, и разместилась рок-группа. Если бы здесь проводили конкурс бассейнов в суперяхтах, то Леди Исти, итальянская верфь Бенетти, победила. Вы посмотрите, какой милашечный бассейн здесь, вот на этой прекрасной лодке. Самый крутой, самый дорогой, самый навороченный стенд сделала Бенетти. Ребята, это просто вот 1 000 000 евро на 4 дня выставки. Но он того стоит. Одна из моих самых любимых голландских верфей, которая делает суперяхты, это Royal Huisman. Они делали классическую Атену, они делают современные яхты. И вот, ребята, посмотрите, какой нереальный проект они представили. Катамаран с жестким крылом парусом, аэро они его назвали, 164 фута, 500 тонн водоизмещения. В носу бассейн с прозрачным дном, полная асимметричность везде. Таких проектов очень много возникает, но если Royal Huisman такое заявил, ну, они уже, значит, приблизились к чему-то более реальному. Но проект просто сумасшедший. Какие бы ни были большими яхты, друзья мои, люди все равно хотят быть поближе к воде. Видимо, с этим связана вот тенденция, когда гаражи переделывают вот в такие лаунжи и, соответственно, очень-очень близко находятся к воде.
И оцените трап, где находится. Трап у нас просто выезжает уже с основной палубы. Катамараны рулят, друзья мои, и даже на таком консервативном бот-шоу, как в Монако, их становится все больше, больше, больше. Вот посмотрите модель BJM 75, то есть 75 футов. Вот такой вот катамаран, который предоставляет огромное количество пространства, конечно, ширины, он более стабильный. И здесь у нас вот такой модный гараж для тузика притаился. И еще по бокам откидываются у нас борта, как вы видите, и доставляют еще больше пространства ближе к воде. Самый большой катамаран этой выставки — Sunreef, 100 футов. Он действительно огромный. Вы посмотрите этот борт, высоту этого борта. Это моторная версия, такой же может быть парусный. В этом году Sunreef представил только один катамаран, в том году было 3. Вот, но впечатляет. Кроме больших яхт, здесь есть уникальные яхты. И одну из них я вам покажу. Вот за мной такого прекрасного цвета. У нас, кстати, цвета нашего бренда Гарна. Вот такие. Такой вот голубой с оранжевым. Вот она меня привлекла. Но оказалось, за этим цветом таится очень много интересного. И скажите, что общего у этой яхты, у этой моторки с айфоном? Я вам сейчас покажу. Погнали! Перед нами моторная яхта из Латвии. И сделана она из чего? Из алюминия. Роднит ее с айфоном многие интересные вещи. Допустим, вот такая решеточка и много других деталей сделаны из цельного куска алюминия. Да-да, ребята, то есть цельный кусок, его выфрезеровали и варили сюда. И эта яхта полностью сделана из алюминия. Полностью, это значит полностью. Вот, это какие-то маньяки алюминиевой сварки. И вы посмотрите, как она покрашена. Тот, кто знает, как работать с алюминием, задаст 150 вопросов, как им это удалось. И ответ владельца этой верфи, верфь называется Glacier Yacht, то есть ледник. Владелец этой яхты сказал, что подготовка к покраске занимает полгода. Поэтому, ну, по сути, перед нами, ну, вот такое произведение искусства. Я не знаю вообще, как их назвать, но ребята меня очень удивили. Стеклопакеты у нас стоят. Вы же любите такое. То есть это такая вот, по сути, мини-арктическая лодка. И сделана она действительно просто идеально, придраться не к чему. Давайте зайдем в кокпит и оценим ее интерьер. Пойдем. Вот сразу мы можем увидеть создателя, по-другому нельзя сказать. Расскажи, как ты воплотил в металл вот это произведение искусства. Основной наш бизнес – это коммерческий флот, и мы производим лодки для коммерческого использования, такие как там паромы, какие-то fish farms. И мы делали много лет субконтракт для каких-то известных брендов. И в какой-то момент пришло понимание, в 2018 году мы начали делать свой бренд Glacier. Для души. То, что для души, то, что хотели, то, что знали, то, что умели, и то, что хотелось создать, чтобы получить какое-то удовольствие от произведенного. На коммерческих судах ты
зарабатываешь деньги, а тратишь их потом сюда, я понял. Ну, стараемся мы и, конечно, мы и здесь стараемся это иметь как бизнес, но бывает по-разному, да. Но мы не считаем, мы относимся к этому немножко по-другому. Мы хотим сделать продукт, тот, который бы соответствовал, чтобы клиент приходил бы за этим качеством. И чтобы он был бы оценен. Мы не стараемся подойти под рынок с другой стороны, чтобы создать продукт, который соответствовал бы рыночной цене, а чтобы мы бы делали продукт тот, который мы считаем нужным, и нашелся бы тот покупатель, который мог бы его просто оценить. Ну, у тебя получилось. Я оценил это своим восхищением, ребята, и сейчас я вам еще покажу ее внутри. 48 футов алюминия вылизанного. Я вот просто наслаждаюсь, потому что, вы знаете, я работал с Гарсией, с Алюрисом. Блин, но это просто две разные вещи. Это вот им надо было делать коммерческие суда. У нас здесь 2 PS Volvo Penta 800. Это нам дает просто идеальную управляемость. То есть даже маленькая девочка сможет управлять этой лодкой. Нравится мне вот, опять же, серьезный такой нордический подход к трапу, к платформе. Классная штука, действительно. Она очень удобна для швартовок просто с любыми причалами. Абсолютно с любыми. Ну, она никак не качается. Это вот сделано добротненько. Опять же, присутствует у нас карбон во всем своем великолепии. Я вам даже не буду говорить, сколько стоит такой трапик, ребятки, а стоит он просто до хренаски. И давайте зайдем в кокпит. Продолжаем сравнение с айфоном, ребята. И вот этот столик, опять же, выфрезерован из цельного куска алюминия. Я понимаю, что некоторым непонятно, но вот айфончик сделать, допустим, да, и вот это делается все по одной технологии. Кроме этого, еще это потом должно покраситься. А покрасить алюминий — это ого-го. Мы здесь имеем вот такого плана кокпит, классический, но стол у нас на электроножке, он опускается, и здесь можно сделать лежбище такое, как я люблю говорить. Здесь у нас, опять же, сторидж, здесь компрессор, ребята продуманные, спрятали компрессор. И опять же, вот такие у нас тумбочки. Опять же, вот эта часть вся сделана из цельного куска алюминия, фрезеровка. Мойка ни разу не маленькая. Здесь, наверное, джойстик. Ага, да, здесь джойстик управления IPS-ами. То есть вы отсюда можете швартоваться, и это очень толково. Слушайте, щелкает как вообще бомбезно, все защелочки. Да. И здесь мы имеем гриль и ледогенератор. Гриль электрический. Здесь ширина планок шире, так же, как и мы, кстати, применяем более широкие полоски. Это выглядит чуть так посовременнее все-таки, оно более приятнее. И переходим в салон. Но опять же, эти ребята не могли, наверное, использовать обычные эти. Поставили что-то вот совсем модное. Двигаются они просто идеально, конечно. Просто как в 5-звездочном отеле. Ну и давайте оценим, ребятки, интерьер нашей лодки. Производитель сказал, что все делается под заказ. То есть вот это была цветовая гамма, это желание клиента. Все сделано в таких скандинавских цветах, в скандинавском стиле. Ну, классно, очень хорошо все подобрано, без кича. То есть они могут сделать любой лейаут. То есть камбус здесь, камбус внизу. Этот стол опускается здесь. Опять же, может быть, кровать у нас. И если вы посмотрите вот сюда, вы увидите себе такой мебельный набор. Но, смотрите, тут настоящий трансформер. У нас здесь спрятана плитка и вытяжка милли. Хорошая, импортная. Дальше, друзья мои, шкафчики не просто шкафчики, а в шкафчики они врезали холодильники. 1, 2, 3. 3 холодильника только здесь. А вы думаете, это что? Это Fisher & Paykel. Это у нас вот такая посудомоечная машина. И в ней можно хранить посуду. На этом холодильники не заканчиваются. У нас есть маленький винный холодильничек. Вот Fusion разве что затесался, конечно, в этом богатстве и роскоши. И еще один холодильничек вот там у нас есть.
Все сделано с хороших материалов, действительно классно обито кожей, нержавейка добротненькая. По количеству света эта лодка может дать фору катамарану. Вот. И сверху у нас еще люки. Вот этот фиксированный световой люк, а вот этот сдвигается. То есть его можно сдвинуть, и у нас будет open air такой. Хороший рулевой пост у нас здесь на одного человека. Достаточно удобно управлять лодкой, даже подходить к понтону. Очень удобная и классная консоль. Даже если ты сидишь, скажем, на диване, ты всегда будешь контролировать все, что здесь происходит. Вот. И давайте опустимся в каюты. Так, у нас здесь две каюты, опять же, по желанию владельца. И вот смотрите, какая интересная вот детская. У нас тут диванчик. И тут еще вот двуспальное такое место в такой норке. Первый раз вижу вот решение с диваном. Тут можно еще какой-то столик, наверное, поставить, чтобы детки в планшетах сидели. Ну, типа уроки делали. Вот. И напротив у нас санузел. Санузел такого нормального размера. Давайте зайдем. Такая дверь. Нормальная, взрослая. И оцените, тут все очень хорошо и так добротненько сделано. И здесь у нас выделенный душ. Вот, ребята, видите, тут у нас вот такие, собственно говоря, дверки. Все с нержавеечкой, блин. Ручечки модные, прорезиненные. Ну, круто, круто. И здесь даже еще спрятали стиральную машину. Вот, то есть лодка оснащена у нас от и до. Тут у нас даже есть полотенцесушители, ребята. Ну, тоже сделан просто как на выставку. Огромный унитаз, просто огромный унитаз для такой моторной лодки. И в носу у нас каюта владельца. Ну, двуспальное место для такой лодки, ну, молодцы, они выкрутили. И здесь огромное количество всяких шкафчиков, полочек. Все, опять же, выдержано в скандинавском стиле. Вот алькантарка. Здесь весь потолок обит алькантарой. Молодцы. Мы еще мало добавляем алькантары. Вот. Можно иллюминаторы все задраить, сделать полный блэкаут. Вот. Шкафы, опять же, умудрились разместить вот такого вот размера. Что ж, друзья, лодка получилась на славу, как внешне, как эстетически, так и технически. Я не знаю, что ребята зарабатывают на этой лодке. То есть вот эта яхта, которую вы видели, 1,5 миллиона без НДС стоит. Но приятно, что такая выставка как раз продвигает подобные проекты. А мы пошли дальше. Когда, друзья, я вам произнесу фразу «штурвал суперяхты», что у вас в голове? Что-то большое? Фигушки. Вот это есть штурвал суперяхты. Вот сейчас вот такой он, да? Да, и смотрите, сразу отображается угол поворота. Здесь вот я кручу, и все мы здесь видим. Да, но сам пульт управления, ребятки, вы оцените, это... Star Trek нервно курит в сторонке, у них было гораздо все попроще. Здесь у меня тротлы, вот смотрите, я даю газку, и здесь вот сразу все отображается, газ, даем 8000 оборотов, это что, Феррари у меня, что ли? Ну, круто, всякие крутилочки, нажималочки, боже мой, ребенок бы здесь, конечно, не отлип. А вот смотрите, есть даже мышка такая, трекбол. Кто-нибудь помнит, что такое трекбол? Вот, и она вот здесь крутится, мыша. А вот смотрите, кнопки запуска ракет. Видите, здесь две красные кнопки спрятанные. Пиу. И все. Где яхты, ребята, там и бизнес-джеты. Falcon, подразделение Dassault Aviation, французский производитель, представил здесь вот новую модель 6X и всю линейку выставил.
и мы можем оценить, как выглядит внутри бизнес-джет. Друзья мои, кто лучше всех умеет работать с натуральной кожей? Конечно же, итальянцы. И мы на стенде компании Pinetti. Она делает самые крутые аксессуары из натуральной кожи для суперяхт, для небольших яхт, для всех, кто это может себе позволить. Они могут затянуть в кожу любой предмет, абсолютно любой. И вы посмотрите, насколько красиво они все это дело делают. Я каждый раз захожу на их стенд, просто как в музей. Здесь действительно есть что посмотреть. Ну вот все. Емкость для льда, да, просто прекрасная. Все эти подставочки. А вы посмотрите на эти кофемашины. То есть, я так понимаю, кофемашина за 100 евро и затянуть ее в кожу, ну, 500. Вот. А вот эта кофемашина, ребятки, она просто великолепна. Я представляю, сколько здесь труда потрачено. И за моей спиной вот вся, даже не вся коллекция. Можно поставить логотипы, любой цвет кожи, можно все выбрать. Сверху это для outdoor, то есть это можно держать в кокпите, да, вот корзины для обуви. А вот это indoor коллекция. Но больше всего мне понравились настольные игры от Pinetti. Морской бой. Ребята, морской бой. Просто сумасшедший. Смотрите, эти пины какие. Блин. Ну, это не игра, это произведение искусства. А шахматы тоже из натурального дерева. Вот такие шахматы будут стоить в розницу где-то 2600 евро. Я очень люблю играть в семье в домино. Это натуральный перламутр. Такой наборчик домино будет стоить 940 евро. Вот. Вполне, собственно говоря, так. Крестики-нолики шикарные. А вот нарды. 1700 евро. Но здесь натуральное дерево. Кожа. Ну, все сделано. Ой, ну просто бомбезно. А сейчас мы на стенде наших партнеров Taiping. Они для нас делают коврики любого цвета, любого размера, любых форм. То есть они ткут по нашим запросам. Мы им отправляем, допустим, в электронном виде запрос, выкройку, и они полностью его ткут. Любых абсолютно, смотрите, толщины, вязки и так далее, и так далее. В плане коврового покрытия для них нету слова «нет». То есть для вашей яхты мы можем сделать ковер, который полностью будет соответствовать без всяких швов, без обработок, без ничего. А вот, друзья, итальянцы знают толк в дизайне. Смотрите, из обычных выключателей они просто сделали произведение искусства. Вот такие маленькие розеточки для зарядок. Молодцы. О. Друзья мои, мы все помним чешский хрусталь, богемское стекло. И вот компания Crystal Caviar из Чехии представляет вот такие элементы декора для вашей яхты. Ну, не знаю, как видео передаст, но выглядит это amazing. Действительно очень классно и очень нереально. И опять же, они могут сделать что-то под заказ. Мне очень понравилось. А вот, друзья, самый такой центральный экспонат. Чехи сделали вот такой хронометр в таком ободе из хрусталя. И вместе с кооперацией с Томасом Мерсье. Это английский производитель хронометров. И вот Сауле покажет нам, как это выглядит изнутри. То есть он на кардане. И вот видно весь механизм. И он сделан, ребята, из чистого золота. Ну, на минуточку, стоимость этого экспоната 360 тысяч евро. Прошу любить и жаловать. Ребята, итальянцы здесь рулят. Они даже вот из камня, посмотрите, что они могут сделать. Камень разрезанный и вставленная подсветка на эбоксидном клее. Получается вот такая барная стойка. И любые мозаики, любые панно, вот может фирма Таурини сделать прям на вашу яхту. Смотрите, делают какие шикарные панно из ракушек. То есть это натуральный перламутр из устриц. Выглядит оно просто потрясающе. Никакая компьютерная графика
Ну и опять же, видео не может передать это удовольствие, на него хочется смотреть, восхищаться и, ну, действительно просто incredible. Британская дизайнерская студия Silver Lining представила свои возможности, ребята. Возможности впечатляют. То есть соединение металла и дерева, металла и кожи. И, ребят, просто нереально, да? Бионический вот такой вот дизайн. И это все может быть на вашей яхте. Ребята, хотите себе коврик в виде динозавра? Ничего нет невозможного для компании Chi Design. Выглядит пугающе. А вот, друзья, давайте поговорим о дереве, о деревянных фасадах для яхт. И фирма Rank, пишется Ring, читается Rank, потому что это французская фирма, оказывается, по соседству с Ля Рошелем, делает фасады немыслимой красоты. Друзья мои, вот посмотрите, что это. Это дерево. Вот так может выглядеть обычный дуб, который становится необычным, да? Ну, дуб, да? Далее, посмотрите, какой может быть вяз, да, или ильм. Вот, может быть такой глянцевый, богатый, можно его сделать матовым. Ой, вот это смотрите, как корневище, как оно выглядит классно. Просто бомбец. Это все вот дерево или сделано из дерева. Вот смотрите, они тут представили свой такой буфет, назовем его. Абсолютно все натуральный шпон. И как в хорошем костюме, посмотрите на эту подкладку. Она полностью сделана из глянцевого полированного дерева, ребятки. И тут вот есть такая вот штучка, вау, с натуральной кожей. Вот приятно смотреть, как люди работают с деревом, как они это любят, как они это все сочетают. И действительно, с обычного дерева делают такие необычные вещи. Ну что ж, друзья, вот такая вот выставочка в Монако, маленькая да удаленькая. А если вас заинтересовала любая яхта, либо вы хотите обучиться управлять такой яхтой, обращайтесь. Я, Саша Горан, и моя команда Интерпарус с огромным удовольствием поможет вам обучиться, купить такую яхту, зарегистрировать и осуществить вашу мечту. До встречи в морях!